Еду в Алтайский край, 2 села и город Бийск, 3 магазина. Ну да я и выехал. Ехать мне 6 часов. Это только в одну сторону. 420 километров. Знаете, такое чувство, как будто куда-то в свободное плавание отправляешься. Когда вроде вот тут катался, пробки собирал, вот это все, тут суета и все, и сейчас отправляешься в какое-то, вот знаете, как будто в поле, где нету ни деревьев, ничего, вот просто вот дыхнуть этим свежим воздухом. Вау, нифига себе ванна. Можно я себе в будку ее поставлю, купаться буду. В общем, какие были раньше вот сложности еще? Вроде вот есть чуть-чуть время поспать, ты пытаешься поспать, и ты не можешь. Ну вот и мы въезжаем в Алтайский край. Добро пожаловать. Здравствуй, канал РТ Сибирь. Рубрика «Глазами водителя». Всем привет, добро пожаловать. Следующий рейс. Загружаюсь. Время 7 часов вечера. Еду в Алтайский край. 2 села и город Бийск. 3 магазина. Вот. Еду в ночь, получается. Первый магазин выгружается у меня в 11 часов дня, только завтра. Вот так. Вообще мне остается сейчас работать, получается, по своему графику. Так, сегодня у нас... Да, послезавтра у меня пересменка вообще, по идее. Вот как раз я сейчас катаюсь. Вернусь и все, и мне останется там день только. Днем. Там, может, рейс еще по городу съездить, и все, я меняюсь. Да, решил сейчас и по дальникам поездить, как бы. Я, по сути, могу работать везде. Могу и дальняк, и город брать. Мне без разницы, я вездеход. Просто дальняк для меня именно вот, говорю, лень иногда. Именно вот дороги вот эти длинные, блин, переносить. Мне нравится там чуть-чуть, километров 5 проехал, разгрузился. Километров 5 проехал, разгрузился. В таком темпе работать. А тут, блин, тянешься, и потом один магазин. Ну это вот как фуры ездят. Они едут. И потом только где-то выгрузятся, и все. Ну да я и выехал. Ехать мне 6 часов. Это только в одну сторону. 420 километров. Ну, время рассчитано так, что у меня еще отдыха есть 5 часов. Но я сейчас буду двигаться по максимуму. Ну, то есть доеду до ночи. Где-то до часу, до 2. Там уже, когда меня прям лепить будет, я усну. 5 часов посплю где-то и продолжу движение. Ну, то есть сейчас я чисто буду сон оставлять на ночь. Я не хочу ночью ехать, потому что ночью самое сложное ездить. Во-первых, эти фонари, фары, глаза устают от них, и спать хочется постоянно. То есть, ну... Через 200 метров поверните налево на Омский тракт. Кому как. Так, проверим сейчас тревогу. Все, отлично. Все работает.
тут люк есть, это катапультирование, если что. А вот кнопка красная. Поверните налево. Вот на эту кнопку нажимаешь и все, и катапультируешься. Бывает, что при 75 километров машина взлетает. То есть это слишком быстро. Машина взлетает и летит на высоте. Вот. И всякое бывает, если вдруг там в опасную зону залетишь, вдруг там это... Ну, короче, есть кнопка катапультирования, как в любом воздушном транспорте. Вот. И люк открывается, если что, можно спрыгнуть. Это, кстати, тоже вот новые технологии сейчас вот. Что это за знак? Что за 40? Не могу понять. А, ну да, мы же тогда... Через 300 метров поверните направо на Омский тракт. Мы обсуждали же эти знаки тогда. 40 это 40 плюс. То есть это тем, кто за 40. Вот, сюда ездить нельзя. Блин, слушай, так мне через 5 лет тоже сюда нельзя будет ездить. Погодка как разгулялась, да? Когда машина всю обкакакала. Поверните направо. Блин, мыли вчера и старались. Эй! Эй! Ё-моё. Вот тебе и эй! О, здорово. Нифига попугайчик черненький. Надо домой такого. Мужик пьяный ушарет, наплевать на колхоз и на завод. 92-й выдержит. Еще один попугайчик. Эй, гуляй, мужик, пропивай, что есть. Как ты не пахал, мужик, обносился весь. Нашу Русь пробили коммунисты на корню. Так что пей ты, мужик, пей за всю. Я вчера пришел домой сильно на рогах. Еле мог устоять на своих ногах. Ведь пробил я с утра, только не делись. Стол, сервант, диван, софу, шифонер, сервис. Уху! Знаете, такое чувство, как будто куда-то в свободное плавание отправляешься. Когда вроде вот тут катался, пробки собирал, вот это все, тут суета и все, и сейчас отправляешься в какое-то, вот знаете, как будто в поле, где нету ни деревьев, ничего, вот просто вот дыхнуть этим свежим воздухом. Ну, начну с того, что последний раз как бы километраж такой мотал, это когда ездил в Омск, ну там чуть побольше даже будет расстояние. Вот. Ну, мне вполне расстояние понравилось, как бы. Мне что нравится, дается отдых. Дается отдых в две стороны. То есть, допустим, сейчас я еду туда, 5 часов отдыха дается, и обратно я поеду, мне тоже будет даваться отдых. Вот. Ну и чё?
Разве это плохо? С утречка я, так сказать, размялся, сделал нулевую зону. Это, считай, рядом здесь покатался по пробкам. Вот, рейс этот, кстати, предыдущий, кто смотрел видео, посмотрите. Точнее, кто не смотрел, посмотрите. Вот. Ну, а сейчас едем, получается, село Смоленское. Блин, какое там еще-то село? Сейчас скажу, куда я еду. Смоленское, потом город Белокуриха и город Бийск. Вот, на каждой точке по одному магазину. У меня сегодня ночь веселая была. Я же машину сдавал на ТО, а сам спать хотел. А спать-то где? Да, у нас есть комната отдыха, но там диванчики такие короткие. Короче, мне до того было пофиг, я просто лег на этот диван, закрыл глаза и все. И открываю глаза, уже утро. И уже говорят, машина готова. Вот так вот. Вот это я понимаю, поработал. Я уже не говорю о том, если я вот в спальник ложусь, просто каждые 20 минут для меня это сон. Вспоминаю сразу армию, где это, ну, срочную службу, где вот наряды мы часто ходили. Вот, и там приходилось каждые 20 минут дрема ловить. Там подремал, там подремал. Вот. Самое главное, не дремать за рулем. Самое главное. Я считаю, на этой машине рисковать вот так вот, ну, лучше не надо. Если клонит в сон, то лучше остановиться и поспать. Потому что здесь ошибки не прощаются. Пытаюсь выбраться из Новосибирска еще. Сейчас надо на Бугринский мост попасть, потом на трассу. Дороги веселые, поэтому это приходится танцевать. Нижний брейк, верхний брейк на грузовичке. Там, где есть спуск, я вторую сразу врубаю. Он у меня сам катится, и все, ему хватает второй. А так всегда с первой, когда груженный. Чтобы на нейтралку выставиться, приходится флажок в нейтральное опять положение делать. Ну, надо не забывать это. Потому что ты можешь потом не с первой пробовать, а с пятой поехать. Да, тут как бы это надо учитывать. 8 ступеней, по 4 через флажок работают. Вот здесь сейчас с первой поеду. С первой только тронуться. Чуть-чуть тронулся. Через 600 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. Чуть-чуть тронулся, уже вторая сразу. После второй врубает четвертую, вполне хватает, как бы. Вот с пятой на седьмую уже не переключишься. Ну как, переключишься, но будет нагрузка на машину. Поэтому самый оптимальный вариант это вот еще со второй на четвертую, а дальше уже пошел пятая, шестая, седьмая, восьмая. Вот. Впереди камера контроля перекрестка. Все, сейчас я иду на выезд. Там сейчас Бугринский мост недалеко.
И все, и пойдем на трассу. Поверните на... Ну, вот летом он нормально работает, а вот зимой я ездил, он мне вообще не помогал. Не знаю, может это из-за того, что было мороз, и он как-то некорректно работал. Только как на него мороз влиял, я не знаю. Съезд. Поверните направо. Маневр, да, классный. Это называется Прямо 5 километров. обгоню справа. Вот поэтому никогда справа не надо обгонять, потому что вот, допустим, я вот сейчас сюда еду вправо, получается, он меня подрезает. Обгонять надо всегда машину слева. Вот, ну, по нормальным правилам, а по дебильным, вот, которые там придумывают себе где-то в автошколе сейчас в современной, ну, у себя в голове. А потом, понимаете, в чем дело? Будет ныть, что я его не заметил в правое зеркало. Вот и все, вся сущность. Поэтому я и люблю зиму. Зимой вот максимум только буксуешь, и за это проехать бывает сложновато. Но зато у тебя ходовка целая. Колеса целые, да? А когда лето начинается, это полный звездец. Ямы появляются, всякие арматурины, всякая вот эта ерунда. Водителей больше становится на дороге, потому что вот эти подснежники вылазят все. Гуляй, мужик, пропивай, что есть. Как ты не пахал, мужик, обносился весь. Нашу Русь пропили коммунисты на корню. Так что пей и ты, мужик, пей за всю хуй. Стоит 100 рублей, это не беда. Хоть вообще-то это не водка, а одна вода. Самый лучший вариант всем глаза залить. С пьяну жить херово видно, даже легче жить. Эй, гуляй, мужик, пропивай, что есть. Как ты не пахал, мужик, обносился весь. Нашу Русь пропили коммунисты на корню. Так что пей и ты, мужик, пей за всю хуй. Ну вот и вышел я на вечернюю трассу. И вот по этой трассе мне сейчас ехать до самого Алтая. Точнее, Алтайского края. Вот она прямая идет. Со всякими прелестями, камерами, препятствиями вот этими всякими там баррикадами. С 1000 светофорами. Ну, в общем, все как мы любим. Они асфальт делают. Ребят, ждите, а я вам что, блин, где мне вставать-то? А вот, кстати, по мне можете померить. Вот видите, вот нам полосу такую надо сейчас, чтобы стоять, так что... Они смещают ее. Я имею в виду, они сейчас эти ограждения делают, чтобы дорогу катать. Ну вот, я им показал примерно габариты, какие лучше сделать, чтобы все машины вошли. А то сейчас опять тротуарчик оставят по размеру. Скажу, вот
честно, вот эти дни, которые сейчас вот работаю, я прям хорошо начал высыпаться. У меня времени хватило, как бы. Когда я начал совмещать город с дальняком, как-то у меня, вот, допустим, город скатаю, и потом дальняк, у меня время на отдых хватает. Офигенно, я сейчас и поспал. Что надо? Вау, нифига себе ванна. Можно я себе в будку ее поставлю, купаться буду? А, блин, подожди. А где воду набирать? Нет, это надо тоже вот учесть, что надо воду. Джакузи ништяк, да, можно сделать так вот. Сейчас лето будет. Нахрен эти продукты вон. Джакузи поставил и катайся, чё. Позвонили мне сейчас из села в Алтайском крае, который вот у меня первая сейчас выгрузка точка. Короче, там типа грузчик работает с определенного времени до определенного. То есть, вот. Ну, не знаю, я, наверное, успею к его времени, надеюсь. Даже если с учетом отдыха, конечно, сильно много спать не хочу. Вот, ну, нормально, я сегодня перед выездом час дреманул. Короче, я сейчас ловлю каждый момент. То есть, если есть время подремать, я подремлю. Чем вот сидеть в этом интернете, там лазить, как бы. Так что, если что, там кто там комментарий пишет, меня не теряйте, я отвечу позже. Лучше позже, чем никогда, да? Вот. Поэтому некогда мне сидеть в интернете, я лучше посплю в это время. Вот. А когда я дома, я посвящаю время как бы семье и своему хобби. Хобби мое вот любимое, это вот как раз канал, вы подписчики. Ну как-то так. Впереди камера контроля перекрестка. Через 1 километр 500 метров держитесь левых полос. Ну чё, врубим турбинку, заблокируем. Опа. Не, нифига. Я так понимаю, когда ты груженый, он тебя все равно вниз не вывозит, это горный тормоз. Это надо без веса ездить, да? Смотри-ка, что тут маленько закатали некоторые эти ямки. А то тут ямы были, капец.
Транспортный контроль. Смотри, черные грузовики и черные фургоны, их здесь проверяют, оказывается. Но опять же, я белый ховик, у меня белый ховик, поэтому меня, наверное, не проверят. Сколько ребят у наших едут. Вон, смотри, еще едет. Офигеть. Я туда, они все оттуда, прикинь. Офигеть. Короче, у нас поперла работа. Честно говоря, водители даже местами не вывозят. Им нужен сон, устают, как бы. Я их прекрасно понимаю. Потому что я сам водитель. Не, ну серьезно, бывает прям просто закидывают заказами. Вот, если, допустим, вот когда канал я только начал записывать ролики на канале, то в то время у нас люди сидели и планировали маршрут, рейсы, вот эти все. А сейчас планирует программа. А программе вообще похер, короче. Ей лишь бы, чтоб это были маршруты у всех, рейсы. Короче, работы сейчас много. Бывает, люди спят очень мало. Поэтому я еще удивился, как я вообще вот эти дни ездю и отдыхаю, еще успеваю. Но все равно режим сложноватый, периодически как бы. Вот сколько вроде уже скоро год будет, как я работаю. И все равно периодически то голова болит, то еще что-нибудь. Ну, это еще погода может. Но я все-таки думаю, это недосып вот этот идет какой-то. Ну, или как оно получается? Спишь как попало. То есть, когда получилось, тогда поспал. То есть, нету здесь такого режима, там вот к вечеру спать ложусь, с утра встаю, утренняя зарядочка и поехал. Нет, такого здесь нету. Здесь, допустим, день откатал, в ночь поехал. Приехал опять, там, допустим, в день поехал, опять в ночь. Но мне повезло, да, мне благодаря вот тому, что у меня было ТО, техобслуживание, я успел еще ночь поспать. Ну, правда, отрывками, там, по 2-3 часа. Ё-моё. Фига, тут, короче, велосипед сбили, я так понял, да? Офигеть. Там велосипед просто вдребезги мятый. Кто-то, видать, прокатился по нему. Вот не поверите, вот сейчас вот я показываю вот это водохранилище искусственное, вот это Берское в Берске. Оно, короче, сделано, но под ним кладбище старое. Вот без приколов вообще. Тут недавно вот человек снимал видео, и прям это, когда воды было мало. О, давай, друг на друга еще. И на друг друге прокатитесь, быстрее будет. Вот, и это, кости прям, черепа вылазили здесь, гробы прям торчат старые, еще, там, не знаю, каких веков. Блин, тут надо было, да, вот создать вот место для отдыха. Я вообще в шоке. А люди же купаются, люди ныряют, люди, блин. Вот представь, вот ты плаваешь, а под побой кладбище. Вот каково вот это надо быть просто, я не знаю, гениями, чтобы вот такую херню сделать. И при этом же здесь же курортные места. Люди приходят, купаются. Кошмар, не знаю, у меня в голове не укладывается. Вот я сейчас... Нахожусь еще я в Новосибирской области. Сейчас я проезжаю город Берск. Дальше на очереди у меня будет город Искитим. Затем, я не помню, там, по-моему, Линево идет. После Линева будет... Блин, я не помню, Евсина там где, когда... Короче, будем проезжать Черепаново. Искитим, Черепаново мы доставляли с вами ночные магазины. Как-то я тут ездил. Вот. Новоалтайск проедем. Потом Барнаул проедем. Вот. Я так понимаю, я сначала еду вот в это село, оно аж находится туда, аж за Барнаул, а потом я буду возвращаться уже и в Бийск загляну. Я вот думаю заправиться, заехать. Да, поеду, я заправлюсь.
Лучше пускай у меня будет... Пускай у меня будет лучше полный бак, чем я буду. Зато потом заправляться не надо будет. Что касается груженой машины, конечно, она мягко идет, классненько так. Но если ты будешь на вот этим пользоваться и все ямы, кочки собирать, резину быстро изнасилуешь. Ну и если будешь прыгать на кочках, то у тебя все там изнасилуется, и подушки, и все. Поэтому надо это... Маршрут перестроен. Беречь Через все-таки. 50 метров поверните налево, а затем поверните направо. Да. Сейчас поверну. Значит, заправка идет здесь по приложению. Все виртуальное, штрих-кода, все. Сам ты по карточке не заправишь здесь. Здесь надо, чтобы тебе разрешение выдали. Да, здесь все строго. Как-то так. Сейчас буду запрашивать. Не, обычно как бы запланирована заправка по пути, а я вот на другой сейчас заправляюсь. Мне же надо будет разрешение запросить, чтобы мне карту разблокировали виртуально, тогда смогу заправиться. Так, сколько мне надо заправиться? Литров 60 я могу залить. Капец, и шланг в дизеле, блин. Что такое? Оп. И закрыл. Закрыл. Все четко. Так, что, осмотреть? Машину осмотрим сейчас по-быстренькому. Колеса хотел. Это да какие-то повреждения, да? Понятное дело, что там все не увидишь. Ну, бывает даже вот визуально так быстро пробежись и глядишь, и повезет, и что-то увидал, если есть. Ну, я бы сказал, даже это не повезет. Лучше, конечно, чтобы ничего не было. Вот. Ну, а если что-то есть, лучше, конечно, это увидеть сразу, и тогда тебе повезло. Так, я сейчас проезжаю Евсина.
Ё-моё, это что у меня с окнами? Температура, перепады. Едешь, местами аж туман такой стоит. Что ж, все подзапотело. Ну, давай-ка. Так, кондиционер мне не надо. В общем, какие были раньше вот сложности еще? Вроде вот есть чуть-чуть время поспать, ты пытаешься поспать, и ты не можешь. Вот это просто, ну, во-первых, работа это что-то было новое, это что-то было для тебя. Все вот эти места были какие-то там необычные. Вот, и ты постоянно сидел, вот, ну, чувство вот это, которое вот этот интерес вызывает, оно не давало тебе расслабиться и заснуть спокойно. А сейчас все, пофиг, ты как бы уже понимаешь суть работы, да, там, как в какой, там, ну, в той или иной ситуации действовать, да. То есть ты уже опыт в этом набираешься, в этом, ну, в плане там разгрузки и все. На дороге, конечно, не знаешь, что там может произойти там в техническом плане машины. Всякое может быть, да, тоже. А вот именно в плане там раньше-то волновались, там, как вот, ой, если приеду там на магазине, будет яма, что мне с этой ямой делать. Сейчас как бы все вот эти ситуации знаешь, уже на расслабоне работаешь. Ну и все, и уже как-то, ну, что дадут, то дадут. Все, повезу, как бы без разницы. Вот. Лишь бы только, чтобы сон был, немного хотя бы отдыхать. Вот. Ну и все, и на расслабоне как бы ложишься, уже отдыхаешь, спишь. Вот. И вот этот сон, это и есть вот это самое основное. Я сейчас, получается, перед выездом, мне там буквально оставалось 2 часа с половиной перед загрузкой. Я воспользовался этим временем и все. То есть я пошел и лег спать. Часа где-то поспал, проснулся. Но зато сейчас вот время 11 вечера, я еду, и у меня состояние более-менее такое. То есть я еще могу проехать, да, там, допустим, часа 2-3. Вот я сейчас смотрю по времени, у меня где-то время почти 4 часа ехать, да. Ну вот я сейчас часа 2, наверное, проеду, и все, я могу укладываться, отдыхать. Я почему-то вот, наоборот, чем дольше работаю здесь вот в этой логистике, да, на пятерочках, мне наоборот как-то не тянет куда-то гнать. Я наоборот начинаю еще как-то более аккуратнее, что ли, стараться ездить. Не потому что я там что-то боюсь или это... Нет. Просто я понимаю, какой смысл мне куда-то гнать. У меня есть определенное время, как бы, вот, к которому я просто должен успеть. При этом, как бы, машину я не хочу тоже насиловать. Зачем мне ее, как вот обычно говорят, ну машина же это не твоя, конторовская. Блядь. А хлеб-то ты на ней зарабатываешь. Она сейчас сломается, ты ее поставишь на ремонт. И что ты будешь на рухляде ездить? Или ты будешь ждать, пока ее сделают? А хлеб как ты будешь зарабатывать? Конечно, ты стараешься беречь свою машину, как бы, чтобы потом дальше на ней ездить. Я и на суслике также ездил, ну, когда вот у меня ролики-то предыдущие на Исузу. Но там без вариантов, он все равно ломался периодически. Но все равно не так ломался, как сейчас вот Исузу еще некоторые есть, они вообще каждый день ломаются. Поэтому в моих интересах, чтобы машина ездила, рейсы были, деньги платили, все.
Ну вот и мы въезжаем в Алтайский край. Добро пожаловать. Я даже честно сам не заметил, как я тут оказался. Ну, наша сцепка, по-моему, отдыхает. Тут гостиница Грань, гостиница Бистро, кофе, кафе или кофе что-то. Ничего, я еще покатаюсь. Часок, наверное, я тоже отдыхать лягу. Монетка. На протяжении 8 километров, возможно, за рулем олени. Так что надо аккуратнее быть. Не, ну сейчас ночи их нету. Они, наверное, днем появляются. Не люблю вот я спать, где вот рядом машины проезжают. У меня постоянно вот этот звук, который рядом пролетает, у меня просто будет не очень комфортно. Так, здесь что мы имеем?
что-то имеем, да? Ой, ладно, остаюсь я здесь отдыхать. Правда, нет у меня тут никого рядом, да, я смотрю. Да и ладно. Вот так вот делаю. Оставлю габариты, чтобы мне никто в жопу не въехал. Ну и все, больше я ничего не смогу вырубить. Остальное пускай все работает. Так, по времени остается ехать 2 часа 40 минут, да? Снимаем от 7 где-то, да? Четыре с половиной часа где-то. Короче, часа 4, наверное, посплю я. А лучше вообще бы 5 поспать. Ну ладно, 4,5, так уж и быть. Ладно, увидимся после отдыха. Канал РТС Сибирь, рубрика «Глазами водителя». Добро пожаловать.